потому что моих друзей стали садить в тюрьму. Я бакуниста, живу везде и нигде, в Германии, Франции, Бельгии, Беларуси, России, потому что моих друзей стали садить в тюрьму за определенного рода поджог и таскать на допросы в КГБ. Как давно ты колешь и в каком стиле? Я колю с 2013 года в стиле фрихенд-футуризм, который придумал сам. Как ты пришел к своему стилю? Существует определенного рода диктатура со стороны клиента, который приходит на сеанс. Они считают, что если они заплатили деньги, ты должен их отработать как шлюха и делать все, что они велят. Я не считаю, что это часть какого-либо ответвления творчества, так как определенная настоящая цель заключается в том, чтобы делать то, что ты чувствуешь. Короче, базовая татуха заключается в том, что они делают стенсил, потом они обсуждают это с клиентом, потом клиент это все меняет, чувак делает стенсил и потом на коже копирует. То есть идет копирование 3 раза, типа. Ты стараешься этого избежать? Да. Потому что? Потому что фрихенд-футуризм — это автоматизм, и на этом автомате это более искренне, в общем, чем копировать 3 раза и обсуждать с клиентом и делать это в формате и в рамках каких-то. У тебя есть вообще образование художественное? Художественного нет. Так а как ты учился рисовать и умеешь ли ты рисовать? Я начинал как иллюстратор, делал обложки, иллюстрации black metal бандам, постеры и так далее. И спустя какое-то время я решил попробовать себя в татуировке. И я считаю, что любого рода образование загоняет тебя в рамки, и с одной стороны это дает тебе возможности и навыки, с другой стороны ты делаешь только так, как нужно. И когда ты пытаешься воплотить все постепенно, ты, в общем, загоняешь себя в угол и не можешь выразить это настолько открыто, насколько стоило бы, можно так сказать. Для кого ты все это делаешь и кто твой потребитель, по-твоему? В общем, моя целевая аудитория — это open-minded люди, открытые к экспериментам и доверяющие на 100% художнику. В этом и заключается основная цель моего творчества — дать возможность клиенту доверять тебе. Ты говорил, что создаешь единый мировой пазл. Считаешь ли ты себя настолько великим художником, чтобы заявлять о настолько грандиозных идеях? Я считаю, что каждый может сделать мировой пазл, выставку, путешествия по миру, столицам и так далее. И экспериментируя, неважно в чем, татуировки, в музыке и так далее. В общем, ты не считаешь свою идею настолько грандиозной, чтобы быть каким-то человеком великим для ее реализации? Я считаю, что акцент идет не на слове «великий», а акцент идет на слове «аутентичный» и «оригинальный». Я могу об этом заявить, исходя из моего путешествия, так как неважно, куда я приезжал, и анализируя, я пришел к тому, что да, среди моих знакомых есть люди, кто делает фрихенд, но никто из них не делает это именно с таким подходом, как вот фрихенд-футуризм. Именно быстрее, чем ты можешь придумать, создавать что-то на коже, быстрее, чем твой мозг вынашивает идею, ты, в общем,
создаешь это на коже. Я не встретил ни одного татуира. И насколько связана твоя татуировка с музыкальным твоим творчеством вообще? Да, нет, то есть изначально, так как первые проекты, они были в black metal амплуа, все формы и вместе с тем вытекающие, они как бы граничат с этой эстетикой, граничили раньше, то есть более детализированные гравюрные работы, состоящие из тонких линий и чем-то напоминающие black metal шрифты и так далее. В общем, религиозный какой-то подтекст и подобную тематику. Это все относится к более раннему периоду музыкального творчества. Далее все последующие темы вышли уже из нового стиля. То есть новый музыкальный проект был сформирован уже после фрихенд-футуризма, и я могу провести аналогию с этим, да. У тебя была до этого еще какая-то группа. Как она создалась, расскажи, и почему распалась? Вообще расскажи про эту группу свою и музыкальное твое творчество. В общем, начинали мы играть в 2013 году, с момента моего переезда в Питер. И продлилось это все до 2016 года, с момента до отъезда в Европу. Задача заключалась в том, чтобы создать проект, не похожий на все другие black metal проекты. В 2016 году мы издали альбом на виниле в Вашингтоне. И проехав в туре по России и Беларуси, я уехал в Европу. С того времени группа не существует в том амплуа, в котором она существовала до этого. В общем, они взяли другого вокалиста, и все поменялось. Честное искусство в максимальном его проявлении. В экстремальной среде, от души. Татуировка создается здесь и сейчас, без подготовки. Имеет ритуальный смысл, ритуальный характер. Охуенно. Я положительно отношусь к любому искусству, которое соответствует 3 критериям. Это содержание, форма и искренность художника. У бакунисты с искренностью все окей, с формой окей, с содержанием все окей, хотя для некоторых людей это может быть не совсем понятно, так как это относится к современному искусству. И в татуировке это имеет место быть, так как это находит отражение в других людях, они находят в этом какой-то свой смысл. Лично для меня это немного дико, и на мой вкус это слишком современно, потому что я уже слишком стар. Чтобы понять некоторые вещи, нужно очень глубоко разобраться в вопросе. Да? Вот, например, можно провести здесь какую-то параллель с черным квадратом Малевича. Да? Ну, для большинства людей это какая-то непонятная дичь. Вот для меня, возможно, тоже отчасти так было бы, если бы я не поинтересовался об этом и не знал немножко больше. Разыграем сертификат размером 100 рублей на татуировку в студии Doping. Для этого вам надо подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментарии свое мнение об этом видео. Рандомным образом выберем победителей ровно через месяц после выхода видео, поэтому участвуйте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Doping. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Doping. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Doping. Doping. Doping.